В наших прошлых выпусках мы уже разбирали самые известные вузы, о которых украдкой нам рассказывали за школьными партами учителя английского языка. Я говорю о Гарварде, Кембридже, Оксфорде и МГУ. Достаточно очевидный набор. Допустим, вы решили поступать за рубеж. И хорошо, если вы уже сами знаете, в какой стране хотели бы учиться, в каком городе и каком учебном заведении. Сложнее, если выбор еще не сделан. Язык не выучен, а будущее туманно. Именно для этого мы и подготовили ролик о 8 лучших вузов Европы, взятый не из книжек, газетенок или старого веб-сайтика с неизвестными писаками. Наша великолепная 8 составлена по мнению студентов и экспертов в сфере зарубежного образования. Итак, Мадридский политехнический университет, Испания. Ежегодно, исходя из данных рейтинга вузов, которые проводит компания El Mundo, Мадридский политех занимает лидерскую позицию в списке политехнических вузов страны и вторую строчку среди всех университетов сразу после Мадридского университета Комплутенсе. Также вуз является частью сети Time Top International Managers in Engineering. Среди известных выпускников Флорентино Перес, президент футбольного и баскетбольного клубов Реал Мадрид, Хосе Боррель, политик и президент Европейского парламента, космонавт Педро Дуке, архитектор Рафаэль Манео и Хуан Мата, испанский футболист и атакующий полузащитник английского клуба премьер-лиги Манчестер Юнайтед. Гамбургский университет, Германия. Хоть университет Гамбурга и считается одним из самых молодых вузов страны, он уже является одним из самых крупных немецких академических центров, а несколько человек, среди которых выпускники и профессоры вуза, стали лауреатами Нобелевской премии, преимущественно в области физики. В свое время в университете получил ученую степень Рихард Зорге, советский разведчик. При университете есть программы, которые реализуются совместно с университетами РФ, Санкт-Петербургским государственным университетом, Санкт-Петербургским государственным университетом экономики и финансов, а также магистерская программа Cold Region Environmental Landscapes Integrated Science, сори за такое название, реализуется совместно с Российским институтом наук о Земле. В честь университета в 1918 году даже был назван астероид 905 Universitas. Мадридский университет Комплутенсе, Испания. Один из старейших университетов, основанный еще в 1293 году, а факультеты философии и искусства, права, медицины и филологии функционируют по сей день, начиная с 1510 года. Когда-то в университете учились такие знаменитые деятели испанской культуры, как Мигель де Сервантес и Лопе де Вега, а известный испанский филолог, историк и педагог Антонио де Небриха возглавлял здесь кафедру риторики в период с 1513 по 1522 год. На сегодняшний день вузом был заключен договор о студенческом обмене с МГУ по всем факультетам и с МГИМО по факультетам журналистики, политологии, экономики и международного права. Берлинский университет имени Гумбольдта, Германия, является старейшим из 4 университетов Берлина. Первые лекции в университете начались в 1810 году. На тот момент количество студентов составляло 256 человек, а на сегодняшний день их уже более 35 тысяч. В университете обучались собиратели фольклора и писатели-братья Гримм, философ Карл Маркс, директор НАСА Вернер фон Браун, основоположник антисептики Эрнст фон Бергман. В музее естествознания при университете есть скелет брахиозавра, который является самым большим в мире. Высота его 13 метров. Также в стенах университетского музея находится ископаемая древней птицы Археоптерикса. Университет поощряет современных студентов за успехи в учебе и участие в другой деятельности вуза. Таким студентам предлагаются зарубежные стажировки в лучших мировых вузах. В университете Квинсленда в Австралии, университете Торонто в Канаде, Принстонском университете в США. Университет Твенте, Нидерланды. Государственное учреждение, основанное в 1961 году в качестве высшей технической школы Твенте, является ведущим исследовательским учебным заведением Нидерландов. Также вуз входит в список 400 лучших европейских учебных заведений. В своей стране вуз вошел в топ-20 лучших университетов. Выпускники, окончившие университет Твенте, нередко устраиваются на работу в такие известные и престижные компании, как Google и Microsoft. В свое время университет окончили Бас Лансдорп, руководитель проекта Mars One, политики Анна Теодора Бернандина, Фредерик
Тевен и Йоханнес Марцел Полман, Дирк Вильям Ван Гулик, основавший Apache Software Foundation, Джанкарло Гизарди, бразильско-итальянский программист, специализирующийся на концептуальном моделировании. При университете есть студенческий кампус, где ежегодно проживает более 2500 студентов, а на его территории действует более сотни предприятий, некоторые из которых объединяются в рамках индустриального парка высоких технологий Твенте Кеннис Парк. Болонский университет, Италия. Я думаю, что многие из вас слышали про Болонскую систему. Один из старейших университетов мира, входит в такие университетские организации, как Ухтридская сеть, целью которой является создание летних школ, обмен студентами и взаимное присвоение степеней. Коимбрская группа, созданная с целью развития связей и координации учебного процесса в русле общеевропейской образовательной политики между старейшими и влиятельнейшими университетами Европы. Europeum объединяет 12 университетов Европы из 10 стран. Университет входит в пятерку лучших вузов Италии, по данным международных рейтингов QS, Shanghai, Times Higher Education, Green Metric. В свое время обучение в университете проходили, а кто-то позже и читал лекции, философ и писатель Умберто Эко, астроном Николай Коперник, поэт Франческо Петрарка. В стенах Альма-Матер Студиориум происходили вещи, которые творили историю. В 1315 году профессор Мандино де Луци, который являлся основоположником современной анатомии, прямо перед студентами совершил в университете вскрытие трупа. Позже он также написал учебник «Анатомия», по которому студенты обучались еще 3 века. Лёвенский католический университет, Бельгия. Бельгийский университет в городе Лёвен занял в 2020 году 45-ю строчку в рейтинге Times Higher Education и 80-ю в рейтинге QS. Thomson Reuters оценивал вуз как наиболее активный европейский университет в сфере продвижения современных тенденций. Основной кампус находится в Лёвене, но вуз также имеет кампусы и в других городах, в том числе и столице, Брюсселе. Университет выпустил множество выдающихся людей, среди которых разведчики, филологи, педагоги, психологи, математики, врачи и картографы. Высшая техническая школа, Цюрих, Швейцария. 7 февраля 1854 года был утвержден закон о Федеральном политехническом училище для высшей учебы точных политехнических и гуманитарных наук, а в октябре следующего года училище уже приступило к работе. Тогда ее целью было обучение инженеров и ученых. На сегодняшний день Высшая техническая школа является самым престижным вузом Швейцарии, а также постоянно входит в список лучших университетов в мире. Так, например, Высшая техническая школа является одной из лучших среди учебных заведений мира в сфере инженерных и технических наук. Уступает она только Массачусетскому технологическому институту, Стэнфордскому университету и Кембриджскому. Среди выпускников и преподавателей университета насчитывается 21 лауреат Нобелевской премии, 2 лауреата Филдсовской, 2 лауреата Прицерской премии и 1 премии Тьюринга. Ну а одним из самых известных выпускников является Альберт Эйнштейн, который также получил премию Нобеля в области физики 1921 года. Друзья, если вам понравился данный ролик, не забудьте поставить ему лайк, а также заходите на наш второй канал, где вы сможете найти видео о разных городах и странах, чтобы узнать получше те места, в которых вы будете учиться.